Сзади, в принципе, ничего такого нет. И вот отсюда я смогу прямо очень даже неплохо ловить. Ага. Кто-то вон уже сетку бросал. Ну, люди, ну. В компании РС появилась вот такая вот арома CSL, кукурузный экстракт. Значит, немножко добавлю сейчас воду и на второе увлажнение замешаю в корм. 50-100 мл на 1 килограмм прикормки. Так, достаточно. Давайте первоначально немножко дам в корм кормового мотыля, который сейчас так вот помельчу. Так, изначально поставлю вот такой вот крючок красный овнер и леску Трабука 0,12. 2, 3. Ставлю опарыша с мотылем. Дальнюю точку. Выброс невероятно тяжелый, бросаю кормушка дюза, но здесь вблизи берега абсолютно маленькая глубина, слишком много камней, короче, ничего интересного вообще нет. Я думаю, что поймать на фидер ничего не получится. Если ловить, то только с дальника. Дальник это 70-80 метров. Ну, буду пробовать. Не скажу, что буду прям темповать, но буду делать перезаброс раз в 3-5 минут. Машину, естественно, отогнали. Почему? Потому что территория Нарочанского заповедника, и даже местные здесь убирают. Я видела, машины всегда наверх вставляют, потому что, скорее всего, ездят постоянно ГАИ и проверяют. Ох, какая плотвища! Ребят, смотрите, кого неожиданно встретила. Сергей Семенов, у него тоже есть свой YouTube-канал. Фидерист, поплавочник. И как раз вот когда он прям, я не знаю, 2 плотвы сразу мы поймали, когда вы сюда подъехали. О, ребят, во какая хорошая. Смотрите, обалдеть. Оказывается, у Сергея здесь находится на этом водохранилище дача. Вот, он купил себе домик, поэтому он очень часто, наверное, рыбачит в кругу на озерах и реках, которые здесь находятся. Вот. И когда он как раз пришел, у нас клюнуло 2 плотвы сразу, и у оператора, и у меня. И вот плотвицы вот такие. У оператора клюнуло на пучок мотыля, а у меня клюнуло на белом с красным опарыша. Вот сейчас, ребят, вытянула, и рыба обсосала опарыша. Не захотела заглатывать, мы ее заставим. Значит, сейчас я беру и надеваю мотыля как таким носочком. Не мотыля, опарыша. И забиваю вот в кормушечку. Есть, ребят. Наверное, какая-то рыба, да, есть. Эй, есть рыбка. Наконец-то вот взяла кормушечку маленькую такую. Наверное, я надеюсь. Непонятно, потому что кормушка весит сама 40 грамм. Ну, вроде похоже, что рыба идет. Ребята.
офигенная плотва здесь. Прогонистая такая, яркая, здоровенная. И проглотила. О, прям в шахту опять. Опять прямо в шахту. Сейчас. Во. Такая плотва мне нравится. Батонистая. Но выбрасывать, ребятки, надо прямо в клипсу. В клипсу, место, куда нашла. Одного опарыша я надеваю. Вот так. Беленького. А второго вот так. Кормушка у меня вот такая. Такой добрасываю, ну, фактически в клипсу нормально. О, ребят, ну с этой кормушкой намного удобнее. Да, у нее не такая огромная кормовая емкость, но по поводу дальности мне вообще решает. Как говорится, чем проще, тем лучше. Кресло, электростатика F5R, корм, внизу все на полу, вот так вот раскидано. Мой фидер. Вот. Там садок на камне висит. И вот такой вот бережок. Конечно, здесь забрасывать вообще просто неудобно, мест вообще нет. Вообще от слова практически совсем. Ребятки. Хорошая плотвичка, я думаю, идет, ребятки. Была поклевочка сначала на 2 мотыликах. Колечком сразу объела, а вот сейчас на 2 опарышей. Надеюсь, не оборвет поводок. Поводок очень тонкий, 0,1. Ребята, вот такая вот плотва красивая, красноперая попалась. Еле-еле ее дотянула, потому что она очень сильно сопротивлялась. У меня 0,1 поводок. И клюнула она на красного опарыша с несколькими мотылями колечком. Такой у нее твердый рот, что приходится так. Погнуть и не обалдеть. Как зимой. Здесь это рыба. Ну, если бы это была не рыба, я бы за кормушку увидела, наверное. Или нет? Нет. Так, это рыбка поменьше. Каждый раз такую крупную ловить, как предыдущая. Это, конечно, бубон, но это тоже отличная плотвичка. Прям в шахту. Прям заглотила по самые помидоры. Добавляю
сейчас еще опарыша. До этого дорезала лиманника, кормового добавляла. Нарезаю их обязательно. Самое интересное, что поклевок практически не видно. Какой бы длины поводок не был. Рыба такая прям, вроде и глотает прямо в шахту, но такая осторожная вся. Не могу понять. Есть. Неплохое что-то. Поднимаю высоко. Ну как можно выше, потому что там очень резкая бровка. А потом резко маленькая глубина, много травы. Камня. Ракушечник и просто может быть обрез. Пришел подлещик или это густера, не могу понять. Подлещик. Ничего себе. Подлещик, ребят. Да еще какой классный. Класс. Опа. Опа. О. Блин, ну чувак, лучше же. Вот он, красавец. Блин, и как хорошо зацепился. Пойду отцеплять с экстрактором, а то проволока у крючка довольно-таки тонкая. Специально. Поэтому нужно... Опа. Пришел. Ничего себе, пришел подлещик. Еще одна рыболька, симпатюнка. Ага. Вот такая вот прекрасная плотва. Опа! Красота! Батончик какой приплыл, а? Слушайте, ну посмотрите. О, просто супер. Просто супер. Там на жареночку, либо на засушечку. Вообще, вы просто на нее посмотрите. На подлещика похоже. Плотва. Виталик, смотри, чтоб собака не укусила. Опа. О, ребят. Обалдеть. Обалдеть. Поменяла вот крючок. Поставила снова маленький красненький. Думала, ну, может, обойдемся нормальным 12-м крюком. Нет, не хочет. Не хочет ни серебро, ни 12 номер. Хочет именно маленький, красненький 53-101. Подлещик. Все время добавляю в корм нарезного лимана.
шумового и периодически опарыша. Но опарыша никак много, поэтому опарыша поменьше. Кукурузу тоже. Получается такая чача, которая увлажняет корм. Скидываю эту чачу сюда. Вот так. И сверху вот так вот кормом мы перемешиваем. Там вообще оторвало когда-то дна, аж офигела. О, тормозит. На 2 красных мотыля, красных, и красного опарыша. Хотя плотва бы всплыла, наверное, подлещик. Сейчас посмотрим. Подлещик хороший. Вот молчуна. Прогнал нашу плотву, гад. Какой хорошенький, смотрите. Прогнал нашу плотву. И теперь сам был. Красавец какой, посмотрите. Ой. Опа, хорошенький. Ой, ребята. Вообще собирается дождь, поэтому я уже заранее, заблаговременно наделать вот в эти вот штаны водонепроницаемые. Сейчас надену сапоги на всякий случай, чтобы не промокнуть, и будем ждать. Вот так вот. И клюнул он, кстати, на мотыля с белым опарышем. 2 мотыля колечком, белый опарыш. Я надеюсь, что это рыба. Я не могу понять, ребят, неужели это что-то такое большое? Если это... Да, это рыба. Да. Очень что-то большое. Очень большое. Еле идет сюда. Ой-ой-ой, сопротивляется. Мне прям очень страшно, вы не представляете, как у меня бьется сердце. Очень тяжело тянется. Очень, ребят, я серьезно. Очень. Либо это рыба какая-то. Ну, это рыба какая-то. Ой, она здесь уже. Я не обратила внимания, как она здесь оказалась, и что оборвалась. Обрыв. А знаете, почему обрыв? Потому что здесь срезала ракушка 100%. Видишь? Обрезала. Похоже на плотву, довольно сильно сопротивляется. Я не знаю, было вам поклевку видно или нет, но резко содрогнулся, так сказать, клевертин. И вот я вывожу. Я уже думала, лещ. Нет. Если бы был лещ, я бы сразу почувствовала. Вот, который, что, блин, ребята, там были такие ощущения нереальные. Нереальный. Вот. Опять окунь. Слушайте, что за дела? Уже и плотва отошла, остался окунь. Все, тебя заберу. Больше щедрости не будет. Он домой не вернется. Когда он не вернется домой, другие окуни подумают, что за дела, и перестанут клевать. Такие выходные получаются.
какая-то рыбка. Вау, вон я вижу, крутится. Так, сейчас посмотрим, что там. Я даже не могу понять. Либо подлещик, либо плотва. Что это там? Подлещик. Причем подлещика мне удалось сейчас снова заманить на пучок мотыля с красным опарышем. Самое интересное, что рыба на точке, она сменяет друг друга. Ну, типа, сначала одна, потом другая. Все по очереди жрут. Все. Вот, получается такая кисточка шикарная. Кормушка просто моя спасительница. Хоть она и весит всего 40 грамм, у нее груз 40 грамм, она пластиковая, выглядит как пуля. Легко довольно-таки всплывает. И она позволяет мне делать крайне дальний заброс для меня, который непривычен. А с длинным свисом, как посоветовал, с более-менее длинным, не таким, как у меня был, как посоветовал Сергей Семенов сегодня, у меня начало получаться сделать заброс. Представляете? Жди. Жди, мой хороший, жди. Сопротивляется, что там было? Я не знаю, что там было. Не понимаю. Так, прочередовала наживки. Теперь поставила 4 мотыля колечком и вот одного опарыша. Либо подлещик давит, либо хорошая плотва. Прям он хорош. Но я там очень хороший пучок поставила мотыля с красным опарышем. Мне нравится, что сегодня, в принципе, почти весь день клевала именно на эту наживку. И ничего не нужно было выдумывать почти. Все было просто прекрасно. Ну, кто у нас там такой? Если плавник наверху покажет плотва, если нет, подлещик. Не показал подлещик, видите, я права. Отлично. Снова подлещичек подошел. Оп. Оп. Клюнул, четко видно, видите, что не обманываю, на мотыля и красного опарыша. Руки в кашу уже все. У меня нету времени на то, чтобы мыть их. Они и так уже все обветренные. Я знаю, на что подошел подлещик. Я только что добавила в прикормку нарезку. Вот серьезно говорю вам. Я дорезала кормового мотыля. И он сразу подошел. Хорошо, бро. О, видали, какая плотва? Больше моей ладони. Ну, ё-моё. Офигеть, ребят. Класс, да? Офигеть. Ох, ты как выпрыгивает. Видел? Видел? Ребят, цену рыбку. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Плотвичка, походу. Угу.
Сейчас что, хищник хватал, мать, пока я тебя тянула. Но ее хватал хищник, ребят, смотрите, пока я ее тянула. Я думаю, чего такое тяжелое? Видите? На нее клюнул кто-то. О, ребятки, идет какая-то рыбка. У меня тут вечерний клев сейчас пошел. Кто там? Сейчас посмотрим. Ух, хорошая плотва. Отличная. Опа. Оп, хорошая плотвичка. Смотрите. Смотрите, какая спокойная стала вода. Садочек. Уже начинает прям холодать. Пускается холод. Сегодня смотрела, обещают до -1 ночью. Представляете, какой резкий перепад температур. Будто, ребят, что-то покрупнее. Наверное, ничего, плотва такая села. Я надеюсь. Судя по всему, потому что очень сильно трепыхается. Надеюсь, что это не окунь. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ребятки. Класс. Это класс. Это приятно. Будет хорошенькая рыбка. На мотылей пучок кисточкой с белым опарышем. Ой-ой-ой, а кто это у нас там? Подлещик, что ли? Не вижу. Походу, все-таки это не плотва, а подлещик. Сейчас увидим. Очень сильно сопротивляется рыбка. Оп. Да, ребятки, подлещик пришел. Смотрите, какой красавчик. Оп. Смотрите. Друзья, уже вечереет, мне пора собираться домой. Моя двухдневная рыболовная эпопея подходит к концу. Прекрасная погода мне сопутствовала. Сегодня только один раз что-то поднялся какой-то ветер, прошел какой-то дождик, но тоже должно это быть. Очень много водоемов по Минской области я посмотрела. Половила не на всех получилось это сделать. Узнала, как и что у нас с платной рыбалкой на больших озерах, так сказать. Вот, побывала, половила сначала в одном месте, сейчас ловлю в абсолютно другом месте. И знаете, я абсолютно не жалею, что мой день прошел именно так, мои выходные, точнее моих 2 дня. Больше всего рыбы клюнула на мотыль-опарыш красный. Но рыба периодически отказывалась брать на привычную для себя наживку, и приходилось предлагать что-то новое. Например, менять красного опарыша на белый опарыш. И это работало. Я постоянно добавляла нарезку. Постоянно я добавляла лиманника, кормового мотыля, опарыша и кукурузу. И все это мне принесло сюда такие виды рыб, как подлещик, плотва, окунь и вот даже сейчас была густера. На одну из тех рыб, которую я поймала, пытался сесть какой-то хищник. Если вам нравятся такие видео, если вы любите рыбалку с ночевкой и без, если вы любите рыбалку на спиннинг, рыбалку на фидер, рыбалку на поплавок, рыбалку на закидушки, рыбалку на платных и бесплатных водоемах, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Последнее, что я должна сделать, это, конечно же, показать свой улов. Так. Пришлось прикладывать к камнями, потому что чуть не несло. Ой-ой-ой, там рыба вся мотается. Камни эти тяжелее, это рыба несчастная. Слушайте, ну.
Все, ребят, желаю вам всех таких уловов. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока.